сообщили мировые агентства новостей, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Почему я считаю это значительным событием? Не только для, естественно, самого Такера Карлсона, но и для России. Я, Роман Вершила, главный редактор сайта antimodernizm.ru. Итак, во время своего неожиданного визита в Москву американский телеведущий Такер Карлсон встретился с президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью, которое мы ожидаем, что будет вот-вот опубликовано. По некоторым сведениям, которые просочились, это интервью довольно-таки хорошо представляет позицию России. И причем делается все это так, в этом, естественно, выгода американской стороны, что демократическая администрация и лично президент Джо Байден предстают в неприглядном свете как разжигатели войны и авторы нынешнего конфликта на Украине. И это удар, и это будет большим ударом, и очень мощным ударом. Как американский патриот, консерватор, сторонник традиционного брака и морали, Такер Карлсон является таким полуофициальным лицом одной из консервативных групп в республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Причем пока, конечно, непонятно, насколько эта партия влиятельна, и какое место она будет занимать в новом порядке после выборов в этом году американских. И, в частности, заявляется, я смотрел много интервью Такера Карлсона с другими его сторонниками, единомышленниками, и ясно, что они пытаются остановить развал Америки, который идет по всем параметрам, и тут речь идет о пропаганде извращений, и мигрантский кризис, то же самое здесь, и политический кризис, который тоже судебный кризис, который происходит сейчас в Америке. И целью, конечно, окончательно является привести в этом году, уже к концу года, привести к власти президента Трампа на выборах этого года. И я бы здесь не стал рассчитывать на какую-то полную бескорыстность и даже на простую честность Такера Карлсона. Не будем здесь преувеличивать эту честность. И он преследует, конечно, свои цели, в том числе личные, и ищет больше популярности для своего видеоканала, который он ведет после увольнения из компании Fox. Для нашей страны это тоже редкий, можно сказать, уникальный шанс рассказать о себе, рассказать о своих целях в нашей военной операции, об Украине, о мировом порядке, как мы его видим и ради которого мы работаем. И есть наряду с этими выгодами политическими и личными, есть у этой встречи и более общее значение, на которое я хочу указать, ради которого я, собственно, и решил записать это короткое видео. Почему это важно для нас и важно вообще для понимания того нового мира, в котором мы оказались? И действительно, в последние 4 года мы живем совершенно в новом мире. С эпидемией коронавируса и все, что с ней было связано, такие, глобалистские и меры по борьбе с ним, они показали, что старый мир закончился. То есть, это совершенно новая ситуация, и эта новая ситуация вызвала протест, в том числе в странах Запада. И люди по-другому стали относиться к своим правительствам после этого кризиса, если так можно выразиться. И надо сказать, что то же самое произошло и в православной церкви в России. Потом наступила специальная военная операция, началась, и тут уже стало понятно, что вся конфигурация нашего мира, именно такая, знаете, как мы вообще понимаем тот мир, в котором мы живем, она вся поменялась. И чтобы показать, насколько это удивительно, такая встреча президента Путина и Такера Карлсона, я попрошу вас мысленно перенестись, например, в какой-нибудь 1982 год и представить себе президентов Рейгана, и генерального секретаря Андропова за одним столом, которые обсуждают остановку мировой революции. Тут аналогия, конечно, хромает во всех отношениях, но сама
идея, она довольно-таки показательная. Дело в том, что консерваторы, представители разных малых порядков, да, вот малый порядок, который существует в Америке, малый порядок, который существовал в СССР, они не могут по определению договориться между собой. То есть они консервируют разные вещи совершенно. Точно так же патриоты разных стран. Но не могут они, патриоты Франции, объединиться с патриотами Германии. Это невозможно. Просто и даже непонятно было бы, зачем им это нужно. Националисты разных наций тоже никак не могут объединиться, они могут враждовать. Конечно, как вот сейчас мы видим, да, украинские националисты могут объединиться с глобалистами, да, но с другими националистами они уже не могут объединиться. Например, с националистами польскими они уже объединиться никак не могут. То есть нельзя вообще выдвинуть такой смешной лозунг, да, как националисты всех стран соединяйтесь. В чем они будут соединяться? Китайские националисты, у них свои задачи, у русских свои. И они просто должны враждовать, потому что нации отличны. Они выступают не от имени человечества, как великие идеологии. Ведь коммунизм, либерализм, там, скажем, даже национал-социализм, и то выступали от имени какого-то такого, значит, от мировой цивилизации, если так можно выразиться. Вот. И теперь совершенно ясно, что мировой глобалистский проект пошатнулся, ну, я бы сказал, на таком именно символическом уровне, не на уровне, там, скажем, действительно, ведь все эти меры, например, коронавирусные и другие, они проведены совершенно, ну, как бы, весьма последовательно. Вот. Но то, что утрачено доверие к мировой системе, да, и к национальным системам, это совершенно очевидно. Ну вот, а коммунистический проект рухнул, как мы прекрасно знаем. И теперь, вот когда все это произошло, когда великие идеологии рухнули, то невозможное вдруг стало возможным. Консерваторы смогли объединиться, националисты, видимо, да, в дальнейшем смогут объединиться, не знаю, русские националисты с польскими. Что еще можно предсказать? Какие еще удивительные события могут нас ожидать? И вот об этом переломе и говорит это интервью. Эпоха великих идеологий закончилась, и на обломках предыдущей докоронавирусной эпохи возникает новый беспорядок. И мы начинаем видеть очертания этого беспорядка. То есть это не просто какой-то беспорядок, где каждый делает все, что ему захочется. У него есть свои границы. Но мы видим только одно, что этот беспорядок уже даже не заботится о том, чтобы его принимали за порядок, мир и безопасность. И нам всем, и в том числе христианам, предстоит жить в опасном мире и жить опасной жизнью. Христиан, я думаю, это не должно пугать. Для нас это даже не соблазн. Благодарю вас за внимание. Это был Роман Вершилла, главный редактор сайта антимодернизм.ру.